Привет, мои дорогие девочки, привет, мои котики. У нас сегодня праздник Ивана Купала начинается этим вечером, точнее его уже проводят. А вы собираетесь проводить или нет его? Я думаю, что мы с вами его проведем. Я сегодня вечером вам сделаю такой один подарочек небольшой. Это будут такие болталки, но и не просто болталки. Это будут у нас, девочки, ритуалы по взлету. Ну, пока мы, девочки, собираемся, то немножко поболтаем, потому что не всем сразу приходит оповещение о том, что стрим начинается. И я даже и не сбросила оповещение, что будет стрим. Просто когда я его, девочки, закончу, мы с вами погадаем на тему мужчина, его мысли о вас и для чего он вам дан именно сейчас. Потому что сейчас вечером у меня, девочки, сейчас закат и стрим тут надо было, да. То есть не просто в записи гадания выкладывать, а именно стрим, девочки. Для чего вам дан он сейчас. Если мужчина появился в вашей жизни, объявился, либо просто вы о нем думаете, но он как-то себя не показывает, мы посмотрим, для чего он вам дан. И посмотрим на таком таро, на герметике, девочки. А его мысли мы посмотрим с вами на демоническом таро. А сегодня, еще раз напоминаю, сегодня праздник Ивана Купалы, девочки. И это такой считается языческий праздник. И во многих местах его запретили. Православные священнослужители, я реально знаю, в некоторых деревнях, да, просто запретили его праздновать. Потому что на следующий день идет христианский праздник Иоанна Предтечи. Но на самом деле это все взаимосвязано. И считается, там очень много таких интересных моментов связанных. И я вам об этом расскажу позже. Это у меня после стрима тоже выйдет видео одно. Я вам расскажу немножко про праздник. Хотя, в принципе, я думаю, что вы и так это знаете, да. Бесы выходят. Это, кстати, праздник, который копирует Рождество. Если кто, например, не в курсе, да. Рождество зимой празднуется, а летом это прямо противоположный праздник Рождеству. Вы понимаете, к чему я клоню, мои дорогие, да? То есть приравнивается к дню солнцестояния летнего и практически считается, как говорится, вторым Рождеством. Но тут и христианство, и язычество, тут очень много чего такого завязано. И про русалок, и не просто про русалок. И сегодня у меня будет тоже к вам подарок, чтобы вы там не скучали. Кто, например, ищет себя, вот я вам тут положила, девочки, таких немного своих метелок, да, это мини такие метелки, хотя у меня метлы разных размеров есть, причем такие средние, мини-мини метлы, и одна, девочки, выше моего роста, моя огромная метла, где-то я ее уже показывала вам, да, это специальная такая рабочая, на которую можно садиться, у меня там мех, седло, девочки, специальная штука, которой управлять, но сейчас в видео она не поместится, но я так думаю... А я вам покажу, вот в следующем этом моем видео, там частично она будет, кстати, вы увидите. Она у меня практически, ну не 2 метра, да, но очень такая высокая. И там канаты, узлы 13 штук и все остальное. И еще сегодня тоже примечательный день чем? Сегодня 6 число. 26-е лунные суточки у нас начнутся ночью. Именно 26-е. Это Верховная Жрица, девочки, и карта влюбленных. И, кстати, сегодня, вот, когда, например, меня что-то через Александр Курьера спрашивает, я где-то там карту вытяну сразу, да, и сегодня, кстати, тоже выпал 6-й старший аркан на вопрос о том, как проводить ритуал. И 6-й старший аркан, он знаменует то, что тебя слышат, с тобой работают, понимаете? И сегодня вот эти вот лунные сутки, убывающая луна, 26-е, 6-е на 7-е, очень много таких вот нюансиков, именно ведьмовских. И почему священники отменяют праздник Ивана Купала, хотя раньше когда... Почему? Вот просто задумайтесь, да? Но мы это его не отменяем. Мы
прекрасно пользуемся. Ну что, девочки, у нас сегодня тема будет, для чего он вам дан сейчас, его мысли о вас, на конкретного мужчину, на герметическом таро. Зачем он вам сейчас дан именно, да, для чего вообще. И его мысли тоже с вами прочитаем. А потом вас ждет кое-что интересное, кто интересуется магией, девочки. Тут будет и про ведьмов. Это будет видео старое из моей предыдущей группы, которую мы проводили год назад, да. И пришло время, как говорится, почему бы и нет. В открытом доступе будет. Многие, кто занимается ведьмовством, колдовством, магией, может для себя много чего интересного подчеркнуть. Кто хочет себе в коллекцию метелочку, тоже в описании будет курьер указан, у меня есть метла. Кто-то может сделать сам, девочки. Но пора с земли подниматься вверх. Да? У нас с вами летательные аппараты есть. Чего ими брезговать? Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим. Для чего он вам дан, мы будем выкладывать попозже. Но на 4 варианта с вами погадаем. Его мысли о вас сейчас. Демоническое таро. Для чего он вам дан сейчас? Его мысли о вас. Что он о вас думает? 4 варианта будет. Загадывайте 1, 2, 3, 4 мужчин. Я, кстати, девочки, сегодня не выдержала. Сегодня даже практически, ну, не то что орала, да, но так очень грозно общалась с одной женщиной. Говорю, сколько раз? Я говорю, 3 года тебе говорю уже. 3 года говорю, чтоб ты не просрала свою жизнь. А ты сидишь возле мужика, который тебя не любит, ничего. Почему ты до сих пор не ушла? Сколько можно? Или мне надо там ящик свечей использовать для тебя, да, стоять под твоим окном, что у тебя там все хреново. Сказала же, уйди от мужика. Нет, девочки, не уходит. Хотя, знаете, мучается с ним. Вот если вы мучаетесь с мужиком, девочки, просто взяли и ушли. Понимаете? Взяли и ушли. Не жалейте. Потому что вот эти абьюзеры, газлайтеры, это новомодные эти психологические слова, да, вампирюги эти, негативщики, пошли они лесом. Если вы при мужике не цветете, если у вас доходы упали, если вы смотрите в зеркало и думаете, что вы на 10 лет старше выглядите, либо уже, знаете, седина торчит, нафиг вам этот мужчина. Мы можем одни спокойно жить и найти себе лучшего, с кем мы расцветем. Может, кому-то 2, может, кому-то 4 нужно мужчины. И это, девочки, подтверждается. Даже 2. 4 масти есть. Вы уверены, что тот, по кому вы сохнете, именно ваш? Если вы мешки под глазами, прыщи, волосы не выпадают, девочки, не растет кокос и все остальное, то задумайтесь, тот ли мужчина рядом с вами. Потому что некоторых вообще за волосы не оттянуть, а привязки эти все, да, и нерешительность какая-то не дает устроить нормально лучшую свою жизнь. Ну что, давайте посмотрим его мысли о вас сейчас и, конечно же, на Ивана Купалу на закате мы посмотрим с вами, для чего он вам дан сейчас. Ну что, девочки, 4 варианта. Даже если у вас один мужчина, девочки, загадайте еще кого-нибудь, да, или просто на рубашку назовите имена мужчин, которые вроде бы как бы не существуют в вашей жизни, да, но это будет притягивать к вам еще мужчин, которые вам нужны. И, возможно, крестовая, когда она сохнет по червовому, найдет своего крестового, с которым она будет порхать, летать. Пиковая найдет пикового, там бубновая найдет своего мужчину. Так что, девочки, смотрите. Загадайте одного, которого вы хотите, и хотя бы несуществующих мужчин, которые не существуют здесь и сейчас, но они существуют в будущем где-то. 1, 2, 3, 4 вариант. Вот, девочки, смотрите, даже вам в этой своей такой вот метлой. Кстати, вот черных метел я делаю, ну, чисто под заказ, да, и только, девочки, на полнолуние и новолуние, да. Вот ночью сажусь
и делаю их. Разрисовываю, связываю и все остальное. И причем-то фишка в том, что потом, когда их даже кому-то даешь, либо посылаешь, такие интересные знаки все время идут, да. Ну, прям видно, что уже даже все работает вокруг, да, так как и нам надо. Ну что, давайте, девочки, погадаем, для чего он вам дан сейчас и его мысли о вас. Что он думает о вас? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Меня аж прет. Я сегодня ночью пойду купаться, девочки, окунусь в холодную водицу. И разожгу костер, либо свечку поставлю, возьму с собой, буду через нее прыгать. То есть я сегодня ночью развлекаюсь в лесу с кикиморами, ведьмами, русалками, лешами и всей нечисти. Его мысли о вас. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Ну что, поехали? Смотрим, для чего он вам дан и его мысли о вас. Хо. А тут конкретная, девочки, привязка, конкретнейшая. Туз кубков – это якорь любви. Я вам скажу, что это, вот где бы ни был сейчас этот мужчина, он думает о вас. У него как мозг чипированный, понимаете, как у овцы доли. И мысли реально о вас. Ему снитесь вы, он просыпается, смотрит в окно, думает о вас. Он смотрит, читает новости в интернете, он думает о вас. Он даже внутренне разговаривает с вами. Понимаете? И фишка в том, что, скорее всего, у вас такое же. То есть, даже это какой-то, может быть, бывший, да, или настоящий, девочки, неважно. Этот мужчина с вами разговаривает. Это отношения, это связь вне времени и пространства. И тут, скорее всего, может быть даже вот эта любовная телепатия. Когда вы вдруг всплакнули по нему, попечалились, скучаете, когда вы занимаетесь с ним любовью или все остальное, для него это очень... Ну, не просто даже важно, да? Он завис на вас. Этот мужчина на вас завис. Да и даже если вот некоторые говорят, девочки, что ой, я у него в черном списке. Да пофиг. Да потому ты в черном списке у него. Потому что сегодня в черном списке, а потом он вдруг, хоп, тебя удалит с этого черного списка. Подождет 3 дня и будет ждать. Написала ты ему что-нибудь или написала. Это черный список для того, чтобы вас как-то принизить, манипулировать вами или еще испугать вас. А если, девочки, у вас с этим мужчиной все хорошо, вы встречаетесь и все остальное, он на вас подвис. Это подвисание мужчины. Он, как, знаете, как Буратино на крюке, на подтяжках висит и болтается. И сам себя освободить от этих уз он не может. И я вам скажу, что хотите радуйтесь, хотите нет. У кого-то это может быть сработавший вызов, у кого-то сработавший приворот, да. Но тут и без приворотов, девочки. Просто вас и его взяли и на узелок завязали. Главное, чтобы эта завязка не была мучительно больно. И не на горле, девочки. Главное, не на горле. Ну что, давайте еще посмотрим его мысли о вас сейчас. 7 пентаклей. От кого ты идешь? Кто-то близкий, который видит его кровать или как-то с кроватью. Смотрите, если у него там маман или еще какая-нибудь женщина, обратите внимание, где он спит, девочки, что-то с кроватью его, с постелью, где он спит. Даже если вы спите вместе, да, обратите внимание, а что с этим вот бельем? Мне так хочется чего-то вот прям... Если бы я была сейчас в комнате, взять и поднять одеяло, посмотреть, что-то такое, разворотить белье, на котором он лежит. Белье какое-то. И оно... Какая-то странная фигня идет. До белья, как будто на это белье смотрел кто-то, кто с негативом относится к вам. И это связано с его кроватью. В плане вот с этим вот. Как будто кто-то смотрел, девочки. Как какой-то гость непонятный.
я бы покопалась в его кровати, девочки. Потому что если вдруг от вас этот мужчина, как говорится, как-то чего-то, может быть, под его кроватью, в кровати, может, что-то не то лежит, да. Тут фонит, как кто-то, вот, блин, знаете, на простынь, под одеяло, вот как-то так вот, не знаю, что-то такое делали. И так нервы идут. Это восьмерка жезлов с восьмеркой мечей и с пентаклями, да. Боязнь, что его заметят, увидят, его или ее. И такое вот быстрые какие-то действия. Такое ощущение, что вот как-то что-то насували. Не знаю, что-то тут такое идет. Ну ладно, давайте посмотрим еще. Его мысли о вас сейчас. Но это уже не смешно. Туз пентаклей выпадает. Туз кубков у вас с ним, да. Туз пентаклей с его кроватью что-то не то, девочки. Вот реально что-то не то. Если вы хотите с ним вообще реально хорошо наладить отношения, брачные узы, если этих брачных уз еще нету, да, проверяйте постель. Что-то с постелью не то. Там, где он спит. Такое ощущение, что, знаете, как не то, что вор, а какое-то... Кто-то как зашел, выбежал, ну, короче, что-то такое вот, как будто шмыгнул, шмыгнуло что-то, что-то шмыгнуло, связано с кроватью, возможно, с постельным бельем. Если у вас есть возможность, подарите мужчине свое постельное белье, перетрясите то, на котором он спит, если у вас есть возможность, девочки. Но что-то вот с кроватью у него, и вот этот туз пентаклей на кровать идет. Странная какая-то. Ну ладно, давайте еще посмотрим. А его мысли о вас какие? Повешенный. А кто это делает вообще? Кто-то делает, девочки, тут что-то. Кто-то, кому он не достанется. Он ей не достанется. Но у нее нету таких мыслей, прям, знаете, там... Не знаю, это не может быть, у кого-то это любовница, может, это у кого-то, девочки, жена, да, может, у кого-то это мать его, сестра, может быть, соседка, понимаете, вот какая-то падла, которая имеет доступ там, где он спит. Если вы живете вместе, посмотрите, а кто вам заходил? А кто заходил к вам до того, как вам пришло в голову поменять постельное белье, или как вы поменяли, да, связано с чем-то таким. И получается, в противовес вашему тузу любовному, да, туз хитрости выпадает. И опять же, к двойке кубков, к паре, выпадает пара пентаклей, да, как будто... Вообще пентакли, двойка пентаклей, это, знаете, когда на глаза монетки ложат, вот если вы запомните, да. Есть некоторые народности, когда человек умирает, кстати, и колдунов это тоже касается, ему на глаза кладут монетки. И получается здесь живому спящему, как на глаза, монетки ложат, как будто как мертвому. И повешенный еще тут выпал, чтобы перевернуть его. Понимаете? У вас есть кто-то, кто не хочет, чтобы он с вами был. Ладно, а его мысли, девочки, если резюмировать этот расклад, да, в общем, то я вам скажу, он постоянно о вас думает. Он не может о вас не думать. Но единственное, что приносит ему эти мысли, да, либо страдания какие-то, либо желание абстрагироваться от жизни и уйти в какой-то такой розовый мир, в котором существуете вы и он. Либо, девочки, вот вы с ним живете, он вас любит и все остальное. Но смотрите, кто-то хочет как разорвать, понимаете, вас. Но это идет через постель, через постельное белье. Ну, это как кто-то, знаете, мышь прошмыгнула, как будто мышь взяла и залезла между простынью и одеялом. И ты открываешь, а на шух ее и нету. Вот такое впечатление вообще идет.
Но та, которая делает, он с ней не будет. И это такое ощущение, что либо это как кровосмешение, либо какой-то, ну, пара, которой не дано, не то чтобы быть рядом, которой не даны вот эти дары мужчины и женщины, чтобы они были вместе. Там детей может не быть, даже если она там отобьет и еще что-то, да. Короче, там пары нету. Ладно, давайте посмотрим на герметики. Для чего он вам дан сейчас? Вот именно сейчас. Давайте посмотрим. А я так думаю, вот сижу, да, с вами болтаю, говорю про эту карту и думаю, блин, что к чему? Гадаем на тему, типа, его мысли о вас, а выпадает ведьмовское, это колдовское, про это все. А потом думаю, блин, же сегодня ж купалы. Полезли в эту тему. На закате, девочки, у меня сейчас закат за окном. Вот оно и вылетает. И давайте посмотрим, для чего он вам дан сейчас. Пятерка мечей. Правосудие. Отрывает. Правосудие, это тут в этом Таро, это 11-й старший аркан, но 11-й старший аркан это аркан силы еще, и правосудие 8-й. И опять это двойка пентаклей выпала перед сном, как вот монетки на глаза, девочки, что-то ложат ему. Ну, это подклад может быть. А для чего он вам дан сейчас? Девочки, все, 7-й старший аркан, колесница выпала, да? Обращу ваше внимание, сегодня 6-й, завтра 26-й лунный день, 6 и 7, 7-й день, колесница. Все, ну, как бы, я не буду тут объяснять принцип, да, вот этого вот праздника, да? Даже когда он по старому стилю праздновался, это было 24 июня. 2 плюс 4 это тоже 6. И 7-й это типа перерождение, да, Рождество. Новое Рождество солнечного солнцестояния, короче. Летнего, точнее, летнего солнцестояния. И вот эта вот колесница выпала вам. Она аж сипит, хрипит, репит, девочки, колесница эта. Завтра какой-то у вас решающий день, связанный с этим мужчиной. Именно завтра решающий день. Ночью мы, как говорится, ищем попороть ветку, цветок, да. А, кстати, прикольно, что дает этот цветок, девочки. Я, конечно, видео потом выпущу, да, сейчас, после стрима, но что дает цветок папоротника, который расцветает в эту ночь? Мы ищем клады, умеем управлять бесами, да, и демонами. Мы можем то-то, сё-то, 5-10. Если... Ну, короче, я вам расскажу. Но фишка в том, как раз-таки дает вот это волшебство, магию. И вас прям вот по раскладу так хочется направить, чтобы вы чем-то сегодня занялись магическим. Хотя бы чисто для себя. Примите ванну, хотя бы, девочки. Сегодня, как говорится, надо крестить. Знаете, как в воде креститься, да? То же самое сегодня. Ванна. Кто-то может просто там окунуться, покупаться. Ноги хотя бы помочите. Свечи пожгите. Перешагните через эту свечу хотя бы. Но надо. Завтра решающий у вас день. А для чего он вам дан, девочки, еще раз? Пятерка жезлов. Для чего он вам дан? Отшельник, а там в том Таро был 12-й старший аркан повешенного. А я так думаю, что за херня, девочки? Первый аркан, первый этот ваш вариант, все про магию. И на убывающую луну. Кто-то, походу, ждет, не дождется. Сработает что-то или не сработает. И вот будет и проверять сегодня-завтра. Ну что, все в ваших руках. Почему бы и нет? Если вы хотите быть с этим мужчиной, да, либо очистить свои отношения с ним, займитесь вот именно таким, да, что на Ивана Купалу делают девочки. Очень много колдовского, ведьмовского, и заговоры есть, и ритуалов хренова туча на Купалу.
венок тот же на воду пустить. Ну, если у вас есть возможность. Если нет, то все можно сделать в квартире. И свечи зажечь, и покупаться, девочки, при свечах. И тот же венок в ванне покупать. Такое ощущение, вот реально от этого, что кто-то хочет вас разлучить. И прям ждет результатов. И завтра, типа, все будет известно. А смотрите, как это с Купалой это связано. Это по-любому магия, по-любому. Ладно, девочки, вот такой вот вариант. Держитесь. И пусть вы победите в борьбе за своего мужчину. С кем бы то ни было. С темными, светлыми, с женщинами, с мужчинами. Вы выиграете. Ну что, давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант его мысли о вас. Час от часу не легче. 20-й старший аркан суда, девочки. Страшного суда. Его мысли. То, что он думает о вас, думает. Тройка пентаклей. Думает про какую-то обувь. Что странно. Король мечей. Он про вас, девочки, думает и думает про ваши ноги. Он думает про ваши ноги. Про обувь, либо именно про ноги. Что-то такое. Да. Кому чаровички подарок? Пара выпадает королева мечей и король мечей, девочки. Это, смотрите, тут какое страшного суда, 20-й старший аркан. Это помыслы мужчины о том, чтобы с вами не просто сожительствовать, а именно, чтобы как-то документально с вами... Это может быть ЗАГС, девочки. Он думает о предложении вам, но через ноги. Почему через ноги? Через обувь, через ноги. Что ж такое-то? И чтобы у вас была либо одна фамилия, ну как-то так, да? Король мечей и королева мечей. Мечевые короли, когда они думают о своей королеве, это говорит о том, что она должна носить его фамилию. Понимаете? И никак иначе. Если королева мечей не носит фамилию своего короля мечевого, то... он как бы ее и женой это не будет считать. Не на... Так что, девочки, когда вы ходите за него замуж, даже если у него фамилия ну, например, какая-нибудь такая фамилия, Чебурашкин, да, придется быть Чебурашкиной. Мужчина думает о заключении брака, либо, девочки, если это вы тут бывшего загадали, о вашем разводе, да, там какие-то сожаления могут быть и все остальное, но связано еще как-то с обувью, почему-то с обувью, что-то обувь какая-то идет. Хорошо, что ты идешь? О чем ты думаешь, король? Какой он весь пентаклями обвешался. 8 кубков. Хочет решить какую-то проблему, связанную с вашими отношениями. Тут либо у вас сейчас не все гладко, либо с ним было когда-то не все гладко, да. И, например, если вы когда-то с ним развелись, он думает о том, что он сейчас избавляется от своей, например, вредной привычки, попытки сделать все остальное. Связано это с ногами. Не знаю почему. Но ноги и все, девочки. Если у кого какие-то такие свои соображения насчет обуви и ног, да, пишите, потому что так легче даже понимать, к чему эти ноги. И думает о каких-то своих косяках, от которых бы он не то что хотел избавиться раз и навсегда, он как хочет их убрать с ваших с ним отношений, чтобы можно было с вами как-то по 8 кубков, да, вот этот страшный суд, чтобы это был не суд, а что-то хорошее, да, то есть это заключение брака. Воссоединение какое-то, совместное житие какое-то. Но не на его территории, девочки, а на вашей. То есть тут мечевой не будет к себе забирать. Может еще с ногами связано, что он хочет свои ботиночки к вам принести, носочки. О чем он думает? Что-то такой скрытый, девочки, одни пентакли, такой скрытый. Но кубки, а что еще думает о вас? Любовь, девочки. Он влюблен, но молчит.
любит и молчит. Бывший любит и молчит. Настоящий любит и молчит, девочки. Но какой-то этот суд связан с бумагами и связан с обувью либо ногами. Обратите внимание, когда он будет говорить, либо он придет в какой-то там, может, новой обуви, может, вам туфельки подарит. Кстати, а почему бы и нет, девочки? Если это настоящий вас мужчина, скажите, что вам нужны туфельки. Пусть по интернету закажут, даже если вы на расстоянии. Черувички красные. Давайте посмотрим. Ну, тут, слава богу, чистый, девочки, мужик. Немного не в себе, но чистый. Так, для чего он вам дан сейчас? Для чего он вам дан сейчас? Восьмерка жезлов. Хорошо, дьявол, к чему ты выпал? Сила и правосудие, да? Но в этом, в герметическом Таро, это все-таки сила. Но 8-й старший аркан выпал. Сила. 8-й старший аркан. А к чему он выпал? К восьмерке жезлов. Дьявол между восьмерками. Это ты к чему-то такой красивый. Сегодня в погонах. К чему ты сюда пришел? Обида на самого себя у мужчины здесь считается. Это, знаете, какая обида? Он сам на себя обижается, вот в глубине, да, из-за того, что он, например, видит какую-нибудь красивую машину, да, а не может ее себе позволить. И вот это как от бессилия какого-то. Ему надо еще, девочки, дать. Он пентаклями этими закрывается, я бы ему дала время, чтобы он успокоился, устаканилось, да. То есть, если он хочет посидеть сам в своей пещере, пусть хай соби сидеть. Пусть сидит в своей норе и не высовывается. Лучше его сейчас не трогать, не цеплять, да. Это он как-то сам в себе. И он хочет добра, он хочет что-то хорошее для вас сделать, но у него как не хватает моральных сил. Потому что вроде бы, знаете, вот когда если мужика гнать, да, беги, беги, беги быстрее, а он изо всех сил ползет на карачках, да, раком, и он не может, и он начинает злиться сам на себя и терять оптимизм какой-то, да. А его если оставить самим собой, то этот оптимизм у него, батарейка, это наполнится. Это как телефон на зарядку поставить, то же самое вот мужика оставить самим собой. Потому что вот чем больше на него сейчас, например, чего-то накладывать, каких-то целей, делай то, делай это, там, или там, ты должен меня выгулять, или еще что-нибудь, да, или ты должен, он начинает это все хотеть делать, да, ради вас, но получается, что у него силенок не хватает. Это как до турника не может дотянуться и начинает думать, что он карлик. А ему надо всего лишь пригнуться и подпрыгнуть, тогда достанет. То есть дать ему время для того, чтобы он присел, да, присел немножко. Один сам собрался. Ну, мужчина такой. И им бы руководить и руководить, но не навязчиво, да. Много что с этим мужчиной можно в этой жизни добиться, девочки. Пара идет. Король мечевой и королева мечевая. Хорошая пара может быть, да, только вот более такое чувствительное по отношению к нему быть. И давать ему даже вот как-то самому там подумать о чем-то, да. Ну, как бы, главное не говорить, а вон там Виктор-то уже фирму свою открыл, а ты тут сидишь молотком махаш. Придурок. Так что, девочки, ему так нельзя говорить, потому что он точно фирму свою не откроет. Так что
чувствует себя парой с вами, да. Но единственное, как вот селеночек еще для чего-то не хватает. Но предложение, девочки, если кто-то еще не замужем за этим мужчиной, мужчина хочет вам сделать предложение, да, но ему, как говорится, надо еще 150 раз подтянуться, а он в этом своем подтягивании не уверен. А чтобы он был уверен, надо его оставить в покое, и он найдет выход, он не дурачок. А давайте еще немножко погадаем на него. Для чего он вам дан? Двойка пентаклей. Сила. И дьявол, девочки. Слышите, опять 25 выпало. Опять 25. Сила и дьявол. Он у вас, этот мужчина, с каким... Этот дьявол про него выпадает еще на старшем суде. Вот как мы, как ведьмы, разгрываемся, то нам есть с вами там вместе поговорить на эти темы, да, обсудить. Мужики, они ж молчуны, они больше там не особо в себя верят, да, или еще что-то. А вот у вас все-таки, у вашего мужчины есть какие-то эти... У него способности, он способный. Может, даже и не так таким громким названием, как магия, да, но он у вас со способностями мужчина. Вот поэтому тут дьявол на него таки выпадает, на него самого. Но обратите внимание, мы-то гадаем на тему, для чего он вам дан, девочки, и выпадает этот дьявол, показывается вам. То есть, либо это ведьмак и ведьма в паре, либо это, девочки, дьявол раскрывается в вашу сторону. Потому что, как бы, знаете, отношения должны быть такими. Тут определенная карма есть. Я не буду говорить, плохая или хорошая, девочки. Тут все что угодно может быть, да. От самого, например, самый негатив, да, это может быть вдовство, вам говорю, да, вдовство, и мужчина дан некоторым женщинам для вдовства. Это редко бывает, и это самое негативное, что я сказала про 20 старший аркан суда. Там 1% из 100, да, но он для чего-то вам дан, для какой-то кармической проработки. Только смотрите, для хорошего или для плохого дан. Вы это можете отследить по своей жизни. Сначала посмотрите, как вы жили до его и как вы живете, например, с ним, когда он появился вообще в вашей жизни. Вот сравните все. Вверх идете или вниз, да? Вот и это и будет карта суда именно для вас. Вот такие дела, мои дорогие. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Его мысли о вас. Девочки, боже мой, какой мимимишный мальчик выпал. 6 кубков. Это холит, любит, лелеет. Готов, ждет ушки на макушке. Домашний кот, девочки. Чей-то любимый мужчина выпал здесь. Давайте еще посмотрим его мысли о вас. Боже мой, вот видите, король кубков. Это любовь, девочки. Это реально любовь в вашу сторону. Желание сексуально с вами воссоединяться, чтобы вы его баловали в сексуальном плане. То есть, я бы даже сказала, что вряд ли он с какой-нибудь другой женщиной найдет какое-то удовлетворение на стороне. Нет. Если вы с любовного треугольника тут кто-то, да, то обратите внимание, если он вот прям, знаете, с вами секс, значит, с другой стороны там секса этого нету, понимаете? Если вы не в любовном треугольнике, а просто вот это мужчина, который любит. И этот мужчина любит чем, девочки? Тем всем, чем у него есть. А что у него есть? То, что у него ниже пупка, девочки. Всем своим естеством любит вас. Что он думает о вас? Колесо фортуны. Надеется, что он от этих отношений с вами получит еще больше, чем он сейчас имеет. Он строит какие-то планы, девочки, на вас, на ваши отношения. И это может быть надежда, чтобы вы, например, первая проявились к нему, если, например, так. Чтобы вы как-то развивали отношения, чтобы ему там бонусы
какие-то все время выпадали в отношениях с вами. Четверка жезлов тут выпала. А что он думает о вас? Король жезлов. Хочет жить побогаче, чем он сейчас есть, да? Мужчина, которому нужна подруга, с которой он может говорить о работе. Если, девочки, вы загадали здесь своего мужчину, почаще говорите, как он проводит время. Как же он там режет, гнет трубы, либо какие светофоры умные, либо еще какие попадались ему на пути, если он дальнобойщик, да, или что он сегодня говорил по радио. Ну, короче, побольше интересуйтесь его работой. Он прям, знаете, хочет, чтобы с вами можно было обсуждать еще рабочие моменты по добыванию денег. И чтобы еще заодно хвастаться вам, какой он успешный, король жезлов, какой он молодец, девочки. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас. Тройка жезлов. У него есть, девочки, повешенный выпал, да? И туз пентаклей. Его в семье кто-то не любит. Вот этого вашего мужчину кто-то не любит в семье. Он нелюбимый сын. Либо старший, либо младший, которого не любят и которого гнобят. У этого мужчину гнобят. Может, в коллективе, может, дома. Короче, знаете, как про него говорят не очень хорошие слова. Ой, что ты можешь, ничтожество. Короче, буллинг. Тут буллинг в сторону вашего мужчины конкретный. И поэтому он хочет этой вот поддержки. Ладно. Давайте еще посмотрим. Но его булят, девочки. Его как-то оскорбляют, да, гадости какие-то говорят, что он ничего не может. Или там, ну что ты такое, говно какое-то. Ну, короче, не будем о плохом. Но по отношению к вам самые светлые, чистые карты выпали. Давайте посмотрим на герметики сейчас. А для чего он сейчас вам дан? Для чего он сейчас вам дан? Луна. Луна выпала, это луна с вашей стороны. Император. Вы его можете достать, девочки, и возвести в эти императоры. Вот видите, его кто-то там... У него это может до психологической травмы дойти. Мужчина может, девочки, дойти до психологической травмы, и вы не будете понимать, а почему он там какой-то неадекватный, или себя как-то ведет, или боится чего-то, все остальное. Вот он где-то белая ворона. И про него плохо говорят. Не потому, что он хреновый, а потому, что вот просто, знаете, вот хочется над кем-то как поиздеваться. Булить кого-то, да, хейтить кого-то. А вы выпали луной, которая может из него делать императора с помощью своей силы и правосудия. Только тут выпало при всем при том, это пятерка жезлов выпала. А жезлы выпадали в демоническом таро да, что он очень много хочет про работу говорит. Вы его можете поднять из грязи у князя, девочки. Он должен вас держаться. Вы прям моща. Для того, чтобы, знаете, из мужчины сделать конфетку. Ну, в плане даже работы. Это прям его зарядить можете, подпитать. Вот такие дела. А для чего он вам дан, да? Для чего он... Вы-то ему даны как луна, для того, чтобы от вас набраться энергии. А он вам дан, девочки, для того, чтобы вы ему помогли по жизни. Но тут такой момент идет, да, вам надо следить за тем, вот если вы хотите с ним всю жизнь прожить, да, и хотите с ним строить свои отношения, обратите внимание, тут есть какие-то циклы, я бы даже сказала примерно 5 лет, да, каждые 5 лет он может где-то срываться куда-то, может какие-то ошибки делать и все остальное, и у вас вот это вот правосудие лунное ваше, чтобы вытаскивать мужчину, оно не один раз дано, оно дано по жизни много раз. Чем больше вы с этим мужчиной будете, вот периодически, да, его надо будет вытаскивать с проруби, с петли,
с плохого коллектива, с дна бутылки, с женских объятий. Почему я это говорю? Тут очень серьезные карты выпали в плане Луна и Император, девочки, да. То есть Луна вытаскивает Императора, потому что если она его не будет вытаскивать, он пойдет по наклонной. Понимаете? Вот такие дела. Ну что, давайте посмотрим четвертый вариант. Давайте посмотрим четвертый. Для чего он вам дан и какие у него мысли о вас. Колесница, 7-й старший аркан. Сегодня такие практически все варианты мощные такие выпадают. Все-таки как зависит время гадания. Вот, как оно реально зависит. Колесница выпала вам на двоих с ним, девочки. Это связь, которая не потеряется. Даже если вы не общаетесь с этим мужчиной, вы все равно будете с ним общаться. Не факт, конечно, что прямо отношения будут в реальности развиваться, но то, что вы будете общаться, что каждый будет все равно где-то в мыслях держать друг друга. У кого-то это запасной аэродром, или вы, или он, да, если вы в отношениях с другими, то он рассчитывает на вас, или вы в отношениях с другим мужчиной будете рассчитывать на него. Это кармические отношения, да, и такие мужчины действительно есть, ну, может, не у каждой девочки, но я так считаю, что у каждой второй есть вот этот какой-то надрыв, какой-то запасной аэродром, с которым вроде бы ты и не планируешь никогда в жизни делать отношения, и никогда их не будет, да? Но ты постоянно об этом где-то думаешь. Особенно, когда тебе плохо или хорошо, всплывает в памяти такой вот мужчина. Но эта 7-ка колесниц, сейчас мы ее раскрутим. Вот так. Давайте посмотрим его мысли о вас, девочки. Король Пентакли. Ну, конечно, просто так с этой жизни он еще ни у кого не уходил. Если, девочки, вы хотите какие-то отсушки делать, например, если вас задолбал или задолбет когда-нибудь этот мужчина, да, если вы захотите полностью расстаться, во-первых, у вас не получится ничего, да, но если захотите, будете там отсушки какие-то делать и откупы деньгами. Откупы деньгами делаем. Не ему, а вот тому, кто с вами будет работать, или если вы сами будете ритуалы делать. Это я на всякий случай вам говорю, потому что от этого мужчины не отвязаться, девочки, не отвязаться. Давайте еще посмотрим, что этот король Пентаклей думает о вас. 6-ка жезлов. Новинки какие-то. У него сейчас в ближайшее время будут какие-то покупки именно новых вещей. 7-ка Пентаклей. 4-ка кубков. Хочет, девочки, ночных встреч. Вот именно, знаете, в темное время суток любовную любовь делать. Для кого-то это, девочки, в машине будет происходить. Ого, маг выпал. Ничего себе, какой он у вас, девочки, порядочный маг, да? Знаете, что он думает о вас? У него, во-первых, не особенно такие мысли, чтобы посидеть с вами в библиотеке. Нифига. Этот мужчина хочет заволочь вас куда-то в темное время суток, на пляж, в кусты, в отель, в гостиницу, к себе домой, к себе на диван. Я не знаю, куда еще, девочки, он хочет вас заволочь, да, для того, чтобы заняться с вами интимом. Он прям, знаете, спит и видит. У него вот по этим всем картам, по всем 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут прям план выпадает о том, как бы он у вас взял бы. У него в голове, девочки, план по тому, как вас иметь. Если у вас еще интима не было, девочки, то он думает об интиме с вами. Причем не просто думает, он планирует его. Если у вас интим уже давным-давно, как говорится, есть, и этот мужчина тоже, девочки, думает, что с помощью, вот, смотрите, маг и король Пентаклей, да, не будем говорить вот про эти его планы. Как он может вообще воздействовать на женщину? Король Пентаклевый, маг. Это ведьмак, понимаете? Манипулятор. И магический, и харизматический, и шедеврально, да? Прям как Остап Бендер, он будет вас обрабатывать
Кто не смотрел «12 стульев», девочки, с Мироновым, посмотрите. Фильм старый, но интересный. Особенно все моменты, которые связаны с женщинами. Как он через стекло целует их. Как он окидывает взглядом пространство, где живут женщины. Как там еще про этого говорили, про Остапа Бендера, что он не планирует, как он будет женщину завоевывать. Блин, ладно. Там просто такая сценка была, прям про вашего мужчину. Заходит в помещение с таким глубоким молчанием и смотрит вдаль. И две женщины смотрят на него и ждут, да. И чем дольше он молчит, тем больше у них повышается чувство какого-то уважения и трепета перед этим мужчиной, перед его загадочностью, да. И вроде бы он ничего не делает, ваш король Пентаклей, да. А у вас уже трепет, а у вас уже коленки трясутся. А вы уже там уже новое белье пошли брать, понимаете? Вроде бы он ничего не сделал. Он как-то вот интригует. Интригует манипуляциями какими-то. Вот прямо Остап Бендер. Это ваши девочки. Он как Остап Бендер про вас. Ладно, давайте посмотрим. Я так думаю, девочки, если вы даже сопротивляетесь, все закончится тем, что он все-таки вас победит. Так, давайте посмотрим. А для чего он дан вам сейчас? Мы на герметике посмотрим. Для чего он вам дан сейчас? Здесь у вас есть то, чего нет у него, то, что он планирует новое купить. И влюбленные девочки, слышите? У него и материальный интерес к вам, и физический, и духовный. И он хочет вами манипулировать, да? Он хочет вами управлять, интриговать вас, чтобы вы сами в него влюбились, да? И он над этим работает. Но у вас есть то, чего нет у него, и он бы это хотел. И он понимает, что если он будет в союзе с вами, и у него это будет. Но он это и сам может себе позволить или позволит в будущем. Давайте еще. Для чего он вам дан? Королева кубков, девочки. Дама вся в соку. Влюбленная королева кубков. Ну все, тут конкретные такие наметки, девочки. Он вас просто так не отпустит. Уже все. Доигрались, девочки, вы. Принцесса жезлов. Он и материально, короче, если вы думаете, что он уже не осмотрел, какие на заднем фоне у вас обои, кто ваши родители и сколько у вас денежек, какая зарплата, то вы ошибаетесь. Он уже все давным-давно либо знает о вас, либо уже навел справки, либо наводит. Ему интересно все, что связано с вашим материальным достатком, вашим приданным, девочки, да. И в то же время у него такое жуткое, сильное к вам влечение, как к королеве кубков. Вы выпали и принцессой жезлов, и королевой кубков. Я хочу тебя иметь. И материально, и духовно, говорит он. Так, а давайте еще посмотрим. А для чего он вам дан? Это отношения, которые затягивают. Императрица. Но они вас сделают, конечно же, императрицей. Вот вы выпадаете королевой кубков, да? Но чем больше вы с ним играетесь, выпадает императрица, девочки. Это для вас хорошо. Эта связь с этим мужчиной для вас хорошо. Хорошо. Все, что не делалось, все к лучшему делается. Вы от него наберетесь вот этой живительной энергии, вы станете лучше. Тигрица, львица, стерва, возможно. Но он вас кует. Куй железо, пока горячо. Влюблено. Вот такой вот 4-й вариант, мои дорогие. Вот такое вот было гадание. И сейчас я для вас, кому интересны магические темы, девочки, кому интересны метлы, кому интересны летательные аппараты, добро пожаловать. Все, мои дорогие, люблю, целую, обнимаю. Не забудьте сегодня чем-нибудь таким заняться. Сегодня у нас праздник Ивана Купалы. Магический. Сегодня мы тоже прыгаем. День летнего солнцестояния. И я сейчас тоже скоро собираюсь на праздник, девочки. Тут недалеко от меня, но надо ехать. Все, котики мои, спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Пока-пока.